начинает комплекс мероприятий, посвященный подготовке к одному из самых светлых праздников к Пасхе. Мы сейчас находимся в середине Страстной недели, и несмотря на то, что мы переживаем еще раз все страсти Христовы, чтобы прийти к воскресению, тем не менее хозяйки уже начали вовсю готовиться к Светлой Пасхе. И одним из самых главных ключевых моментов подготовки это, конечно же, подготовка пасхальных яиц. С нами сегодня этнокомплекс «Ремесленное подворье» и мастерицы Татьяна Пешина и Наталья Прыткова. Они нам расскажут сейчас немного о своем проекте, и сегодня мы с вами подготовим с их помощью яйца по двум народным российским рецептам. Здравствуйте, Татьяна и Наталья. Дорогие гости, участники занятия, мы коротко хотим рассказать о нашем этнокомплексе. Наша гордость – это музей топора, который находится в нашем комплексе. А еще у нас есть музей живых ремесел, где мы изучаем, возрождаем и обучаем ремеслам, многие из которых уже забыты. Этот комплекс у нас находится в России, в Ивановской области. Вот, но мы с Натальей мастерицы этого этнокомплекса. И хотим рассказать о том, как у нас готовились к Пасхе, и обучить вас расписывать яйцо, которое в народе называли писанка. Моя бабушка еще вот задолго до Пасхи начинала готовиться. Она копила яйца, она готовила творог для Пасхи. И уже перед Пасхой красила яйца, пекла кулич, несла все это в церковь и освещала. А когда мы утром просыпались, то на столе у нас уже стояли крашеные яйца, кулич и паска. Вот по христианскому обычаю яйцо использовались. И бабушка нас так учила, что когда кого-нибудь встречали или утром подходили к родным, к близким и говорили: «Христос воскрес!» Воистину воскрес. И потом, а потом яйцами обменивались. Вот эти яйца красила бабушка либо в красках пищевых, либо в луковой шелухе, в основном в луковой шелухе. Когда я стала изучать народную культуру глубже, я узнала, что не только яйца раскрашивали, их еще расписывали. И вот эти яйца называли писанками. Вот. Я покажу, видно ли будет вот так вот одно из яиц, которое называется писанкой. Да, прекрасно, прекрасно. Писанки были разных видов, и расписывали их разными инструментами. В каждой местности были какие-то свои особенные узоры. Но на самом деле вот это искусство было достаточно древним. Сергей Климентьевич Кульджинский, это ученый и этнограф XIX века, в своем альбоме «Описание народных писанок» рассказывает о том, что писанки вообще писали огромное количество. Особенно вот на пасхальной неделе во всех витринах магазинов писанки были самые разные. То есть это были сахарные, шоколадные, деревянные с росписью, восковые, и писанки фарфоровые на птичьем яйце. И были даже ювелирные изделия, такие как писанки знаменитых фабрик Карла Фаберже. Наталья сегодня покажет нам инструменты, которыми расписывали писанки, и мы с вами сделаем один простой инструмент, чтобы вы могли такую писанку расписать и подготовиться к Пасхе. Вот. Все, передаю слово Наталье. Да.
Вот то, что Татьяна... Одну минуточку, Наталья, я хочу сказать нашим участникам, дорогие участники, мы начнем сейчас наш мастер-класс. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете их писать нам в чат. Мы сейчас отключим всем микрофоны и камеры, чтобы у нас была лучшая трансляция. Пишите, пожалуйста, все ваши вопросы в чат, и я буду передавать их нашим мастерицам. А после окончания мастер-класса вы уже сможете пообщаться с нашими мастерами в живом режиме. Ну что ж, я передаю слово Наталье. Мы начинаем мастер-класс. Да, мы начинаем. Вначале я вам покажу, как расписывали, покажу инструмент, которым расписывали вот такие красивые писанки. Расписывали вот таким инструментом. Кисткой называли ее, писачок. В разных местностях по-разному. Это такой уже современный инструмент, вороночка, в которую вороночка нагревается на свече и подносится к воску, воск заполняет вороночку, и через дырочку вот здесь вот протекает на яичко и расписывает. Впервые вот я познакомилась с такими расписными яйцами с учениками. Ученики меня учили, которые обучались у Иваницкой Зинаиды Ивановны. А потом уже, когда глубже стала изучать народную культуру, мы стали ездить и искать таких бабушек-писанчарок, можно их назвать, которые расписывали яйца. И нашли, к нашей большой радости, несколько бабушек. Я вот жила в Сибири, и как раз в Сибири мы нашли бабушек. Это Федосия Антоновна Андреева, Александрова, извините, это другая бабушка, которая расписывала яйца другими инструментами, которые можно было сделать в быту из простых инструментов. И мы вам сейчас это покажем и расскажем, как это делать, и вы с нами вместе распишите. Тогда уберите, пожалуйста. Сейчас мы подготовим то, что необходимо. Вытащу из своего сундучка маленького бабушкиного инструменты. Надо вытащить еще. Сейчас я вытащу. Это мои рабочие. А я сейчас буду показывать всем. Сейчас я вытащу. А сейчас мы будем рассматривать их, показывать все подробно. Сундучок просто волшебный. В нем столько помещается. Да. Вот эти инструменты, это вот теми инструментами, которые расписывали бабушки. Вот этот инструмент подарила мне бабушка. Мы его с вами будем такой делать. И тогда я отдельно вам расскажу, из чего он делается. Вот этот инструмент тоже подарила бабушка. Он делается из косточки куриной. Она внутри полая. Ее распиливают и прочищают иголочкой. Иголочку греют на огоньке, чтобы она была горячей, и прочищают. Получается такая полая дырочка, такой инструмент. Привязывают его тонкой проволочкой к палочке или прутику и расписывают.
расписывают им. Вот этот инструмент, это шпилька. Вот вы видите здесь булавочка с разными шариками величиной. Здесь вот поменьше, здесь побольше, и здесь тоже. Вот ими мы, если успеем, то мы покажем. Это очень простой инструмент. Его макают в растопленный воск и расписывают яйца. А делают его тоже очень просто. Да. Да, нужна шпилечка, иголочка с шариком. И вот такой, это ручка от кисти, кисточки, да, которая акварелью расписывают. Можно ее воткнуть также и в прутик. У меня. Вот, ну и тогда мы с вами начнем. Для этого нам нужны яйца белые. Да. Нужны палочки. Палочка одна или прутик. Вот у меня такой. Нужна фольга. Мы ее вот бабушки брали, вот это вот, и от бабушки фольга. Они брали из тюбика зубной пасты или детского крема. Она такая тонкая фольга, которая гнется. Они очищали ее, выправляли и потом использовали. Мы с вами для простоты возьмем вот такую, мы писали вам приготовить плавающие свечи. Это вот как раз еще для того, чтобы из вот этой алюминиевой чашечки тонкой сделать как раз писачок или крюк. Прошу вас, Наталья, покажите нам чуть ближе ваши инструменты, которые вы нам показывали сейчас, ближе к камере. Спасибо. Вот, и мы сейчас с вами, я покажу, как отрезать пластинку. О, легко режется. Потом ее нужно расправить. Вот она у меня уже расправленная. Вы это сможете сделать. Ну, или ножницами, вот таким образом. Или ножичком. Мне нужно ножичек принести. Теперь эту пластинку можно на иглу, можно я вот так разогнула скрепочку, потому что ей очень удобно держать, ее удобно. Игла, она из рук выходит. Мы будем закручивать. Эту пластиночку на иглу. Подворачиваем и закручиваем. Закрутили. Покажи поближе, пожалуйста. Получилась такая трубочка? Трубочка получилась, да. Получилась трубочка. Вот чтобы края у трубочки по яйцу гладко шли, мы их немножечко на наждачной бумаге подточим. Можно взять пилочку для ногтей, если нет Можно наждачной пилочку для бумаги. ногтей, да. Такую крупную, чтобы она была. Пилочку. Вот, вот. И вот так подточим. И пальчиком так попробовали.
Если немножко цепляет еще. Вот уже хорошо. Положили. Теперь берем наш приготовленный прутик или палочку. Будем ножом расщемлять. Вот так. Расщемили. И теперь эту палочку, извините, трубочку, будем в расщелину вот сюда вставлять. Ее лучше вставлять прямо на этой иголочке или вот на скрепочке, чтобы она Не смялась. вот не смялась. Вот вставили. Убрали. Тоненькая проволока, такая гибкая, мягкая. Лучше мягкая, вам будет проще делать. Теперь мы ее закрепляем накрест, проволочку проводя. Вот видите? Она хорошо закрепилась. И вот здесь еще несколько виточков сделаем в конце. Вот кистка готова. Можно немножечко вот сюда продвинуть. Один конец. Вот так я немножечко вот так продвину. Вот. Один кончик длиннее. Покажи поближе. Вот у меня готовая уже, которую я расписывала. Не видно. Не видно? Так. Вот так видно? Угу. Это уже вот расписная, это которую я сделала. Окей, сейчас мы будем расписывать. Сейчас я покажу, как это делать. Да, это нужно убрать. Еще нужно. Нет, все, это не нужно уже. Нам нужны яйца, яйцо белое, свеча, воск, так, Таня, вот там еще воск у меня был на этом. Сейчас еще принесут. Зажигаем свечу. Нет, нет, мой воск. Сейчас нужно будет отколоть кусочек воска. Вот так. Вот у меня воск. Я сейчас отколю. Вот такой достаточно. Подогрею его немножко. Мне нужно такой скатать шарик из воска. Баба Феня, буду я ее называть так, она делала вот, скатывала шарик, растапливала чуть-чуть. Чтобы он был мягкий в руках.
Ну вот, уже он мягкий стал. И катала такой шарик, чтобы его можно было, сейчас расскажу секрет, зачем я это делаю, покажу. О, на ноготочек. Я его немножко приклеила, растопила и посадила на ноготочек. Мне будет нужен для росписи. Беру яичко. Вам нужно научиться яйцо катать левой рукой, потому что расписывается яичко. Вы вот так возьмите сейчас яйцо, кто ни разу этого не делал, и в руках его вот таким образом покрутите. Берем плюшку и разогреваем на свече. Сейчас я пододвину сюда. Разогреваем только кончик этой скрученной трубочки. Разогреваем и макаем в воск. Еще немножко разогреем. Макаем, воск заполняется, проходит в трубочку и расписывает яйцо. Мы будем делать такие солнышки, как бабушка их называла. Такую волнистую линию. Прям вокруг этого солнышка. И на другом конце тоже такое же солнышко. Бабушка говорила, что расписывала она очень много таких яичек, дарила их, дарила и друзьям, и родственникам. Видите, как яичко в левой руке крутится. Вот сюда еще добавим. И проводим вокруг солнышка волнистую линию. И теперь еще я наделала вот здесь
средней части яйца еще 4 таких солнышка. Ну, мы одно с вами, я покажу вам еще. Итак, теперь с обратной стороны и потом еще здесь. Я сейчас вам покажу уже расписное, потому что у нас времени не так много. Наталья, нам поступил вопрос, я вам Да. прочитаю. Подскажите, пожалуйста, вы одновременно и кистью рисуете, и яйцо двигается. Самое важное, чтобы яйцо двигалось. Яйцо, да, я двигаю, а кистка, да, я пишу, сейчас еще раз покажу, медленно покажу. Угу. И одновременно. И подворачиваю яйцом. Когда такие мелкие детали одновременно делаешь, и когда во все яйцо, когда, допустим, наполовину делишь яйцо, там только яйцом крутишь, а кистка стоит на месте. А вот сейчас я немножко еще и кисткой вожу по яйцу. И яйцом помогаю. Идем дальше. Вот такое у нас уже готовое. Вот видите, с 4. Здесь, здесь, здесь и здесь, с 4 сторон. К ней краску. Вы, надеюсь, подготовили краску. У меня вот она стыла немножко густая стала. Посередине ставлю. Да? Сейчас мы немножко подправим, чтобы видно, нужно учитывать. Я кладу красочку. Вот я взяла сверху. Яичко вытащила, я еще раз повторю, это быстро сделала. Вытащила. И сверху яичко беру. Чтобы не налить себе в руку краски. Промокаем салфеточку. Ох, какая она у нас. Краски разные бывают, оттенки разные. Вот у нас такой получился оттенок. Теперь следующее. Мы с вами будем снимать воск.
Делать это мы будем на свече. Будем воск растапливать на свече. Тут важно яичко не сверху подносить к свече, оно закоптится, а нужно сбоку в среднюю часть пламени. Вот я вам показываю. Поднесли и подержать. Нужно. Вытираем. Воск плавится. И там, где было белое яичко закреплено, в тех местах воском, оно белым проявляется. И так снимаем. Я когда снимаю, вижу, когда он немножко блестеть начинает воск, значит уже растопился, его можно вытирать. Нужно чуть-чуть придержать яйцо. Не бойтесь, что оно лопнет. В средней части, когда так растопливаешь воск, ну не лопается. И так снимаем все, что покрыто воском. Вот у нас получилось, я его уже сделала, другое яичко, я вам покажу, какое оно получается. Тут краска другая была, немножко разная. Но когда вы снимете воск со всего яйца, вот такая вот писанка получится. И можно расписывать разные этим инструментом. Вот я еще тоже вам подготовила такое, покажу. Оно очень простое. Колосок в некоторых местах называли бабушки. Это сосеночка в некоторых местах. В разных местностях по-разному название таких писанок было. Но вот сосенка на зеленом фоне, то сосенка, а если на красном, то колосок. Она еще спрашивает, полное ли яйцо? Можно Да, ли яйцо оно полное. рассказать? Да, вот мы с Что вами, можно варить? мы с вами писали сейчас на полном, живом курином яйце. И еще его можно, вот бабушки варили, вот посмотрите, я вам сейчас покажу. Вот расписывали на живом яйце. Вот это вареное яйцо в шелухе, в отваре луковой шелухе. Его просто кладут туда, прямо шелуху не вынимают, кладут туда яйцо расписное воском, которое мы с вами расписывали, и оно там варится. При температуре воск расплавится и уйдет, и вы вынете оттуда вот такое красивое яичко. Это очень приятное действие, когда положил такое темненькое яйцо, а вынимаешь с ярким рисунком. Вот это очень удобно. Вот я вам сварила это яичко как раз в луковой шелухе. Немножко эти места, где были белые, чуть желтенькие стали, но даже и красиво. Яичко чудное просто. Еще как хранить яйца? Вот такие яйца, которые вы варите, их ели, дарили друг другу. А если вам нужно сохранить яичко, которое вот на живом, вы его не варили, его можно хранить
лучше на зерне. Ну, подоконники. На зерне. Вот у нас бабушкины писанки, вот эти вот, бабы Фени, они у нас хранились на зерне. И они высохли, они не портятся. Если слышно, не слышно, то там вот желток высох и стучит. Вот это яйцо бабушкина. Вот это тоже бабушкина. И тоже желток, это в 2008 году мы у нее были, 12 лет назад. Вот оно подсохло, не испортилось ничего, и так у нас вот хранится в музее, это музейное. Вот таким, да. Можете положить в чашечку или в корзинку, можно плетеную. А моя бабушка еще хранила яйца около икон. Вот, и у нее они хранились весь год. Но тоже на зерне? Она просто клала к иконе. К иконе просто. Мгм. Да, и моя мама хранила, но она крашеная хранила. А потом, когда год проходил, перед Пасхой, она всех еще и угощала им. У нас был еще такой вопрос. Яйца были заранее сваренные, Это яйца у меня сырые. сырые. Их, вот Понятно. бабушка рассказывала, что их расписывали еще теплыми из-под курочки. У них были курочки О, фри, и она брала из-под курочки, иногда, когда хотела писанку расписать, которую, допустим, хотела подарить, ну, любимому человеку или очень дорогому. И вот такое живое яичко должно быть, чтобы там был зарод жизни. И она под мышку его, говорит, я вот так под мышечку положу, чтобы оно не остыло. И приходила и расписывала. И вот, а мы расписываем, но уже купленное в магазине, но это вот сырое яйцо. ясно. Да. А вот это, что я вам показывала на зеленом яйце, сосенка, это писали такие писанки на зеленом фоне. Разные узоры могли быть, но вот сосенка была цветущая сосна, называлась, но другого узора она. Их писали на здоровье. Так бабушки рассказывали. Могли положить даже у кровати больного, вот. А могли просто на здоровье обкатать какие-то больные места или просто иметь дома писанку, которая на здоровье. Чтобы у тебя сохранялось здоровье. Сейчас в наше время это важно. Да. Это очень актуально, да, конечно же. Актуально, да. Да. Какие-то вопросы еще? Пожалуйста, расскажите нам немного, что мы с вами будем делать в 14:00. А это вот сейчас Таня расскажет вам. Пока она ходит, за тем, чтобы вам рассказать, она в овсянку пошла. Я вам еще расскажу, могу даже немножко показать вам, пока она ходит. Да, еще 15 минут. Еще 15 минут? Так что еще показать стоит про... Где у меня подставочка? Про шпильку можно показать. Таня, у меня там А вот подставочка. есть. Все, А вот есть, да. все приготовлено. Ага, вот Уже, она. да. Сейчас мы поставим. Вот. Шпилька я вам тогда покажу. Время у нас осталось. И мы тогда сейчас покажем. Да. Такой простой. Подставочка такая простая из проволоки. С этой же вот емкости из фольги. Она нагретая уже, да? Вот эту свечку зажигаем. Внизу. А вверху вот в этой емкости у меня воск. Уже растопленный. Ну, его вот так. Свечечка ему не дает затвердиться. И вот мы сейчас растопится. Вот видите уже. Да, так это я вначале показывала вам, что шпильку
с ушками, ой, с шариками, можно разной величины, втыкаются просто в прутик, или же я показывала вот вам удобное. Вот такие вот палочки. Вот кисток, тут вот металлическая часть, она не будет гореть. О, воск растопился, и сейчас мы с вами будем погреть. Вот вопрос у нас еще. А можно расписывать уже сваренные яйца? Можно, можно. Ну, не писанка уже будет, ну, в принципе, можно. Я и расписывала сваренные. Потом в любом случае вам воск надо растопить будет. Вот так. И вот тут можно, допустим, тот же поясок сделать из таких точечек зернышек. Видно? Ставим и чиркаем. Поставили и чиркнули. Еще у нас вопрос. Яйца из магазина перед росписью надо помыть, если да, Да. обычной водой. Обычной водой. Их можно там, вот штампики же еще, когда сейчас покупаем, я их подержала в воде, просто в холодной, эти штампики растворяются. Если они немножко остались, то ничего страшного. Краской, они, из-под краски их не так видно будет уже. Но обычно вот у меня тоже был штампик, растворился. Часа 2, наверное, надо подержать в воде, чтобы штампик растворился. Еще у нас есть вопрос. Символ солнца означает что-то? Это пасхальное яичко, оно возрождение солнца сейчас когда-то считалось, что весной это начало года, начало рождения солнца. И много на Пасху писали именно солнечные знаки на писанках. И еще расписывали птичек или следы птичек, чтобы зазывали птиц. Вот я вам покажу еще. Вот такое можно. Вот это тоже таким же способом расписанное шпилькой. Просто очень, правда? Очень просто, очень красиво. И я думаю, что мы все сегодня сможем Да. у себя это попробовать дома. Сейчас
Да, сейчас Татьяна расскажет, что будет, какой мастер-класс будет в 2 часа, 14 часов. Я уступаю ей место. В 14 часов мы приглашаем вас на следующий мастер-класс. Это мастер-класс будет по изготовлению вощанки. Вощанка – это еще один вид писанки, только способ изготовления другой. Вот это яйцо гусиное. Покрываются они, птичьи яйца, воском и расписываются уже канителью, бисером, в общем, и тем, что было у хозяйки в доме. Прекрасно. Поэтому, да, вот я покажу еще одну вощанку. И мы ждем вас сегодня еще раз в 14 часов. Спасибо вам большое, дорогие наши участники. Если вы хотите задать еще какие-то вопросы Наталье по технике, которую мы сейчас с вами видели, по писанке, пожалуйста, мы можем сейчас включить нашим участникам микрофоны.